Добрый день. Шанг Пракшалана. Насколько эффективный продукт, процедура и насколько сильно она очищает? Только ли кишечник? Ну, это точно к Григорию. Ну, вообще-то кишечник у нас очень длинный, то есть, насколько я знаю, он около 14 метров у взрослого человека. Что касается эффективности, то вообще есть какие-то средства медицинские, да, понимаете, вообще с медицинскими средствами вообще надо очень аккуратно относиться, обычно все они химические. То есть все, что химическое в ваш организм вливается, то оно впитывается, то есть оно, скажем так, убивает вас как человека. Есть какие-то вещи, например, типа капельницы, которые, в общем-то, могут пользу приносить, ну, когда нужно быстро очистить кровь, когда критическая ситуация, например, они допустимы. Но обычно в медицине активно используется разного рода химия, и принципы отношения к человеку и отслеживания происходящего там не совсем корректные. Ну, я не имею в виду народную медицину, я имею в виду классическую медицину, хотя раньше классическая медицина называлась именно народная. Что касается шантов Пракшаланы, то есть если вы хотите быстро вымыть весь кишечник, например, если вы пытаетесь использовать клизму, то есть вы нижние части кишечника только промоете. Вот. Что касается клизмы, она очень неплохо промывает весь кишечник. Соответственно, если, насколько вот я помню, в каком-то из вопросов мы спрашивали кого-то из медицинского эгрегора, нам сказали, что на самом деле раньше наши предки делали клизму с настоем определенной травы какой-то. Единственное, что говорили, что эти травы нужно индивидуально подбирать под человека, поскольку они могут быть опасными. То есть эти травы позволяют в воде не всасываться. Принцип Пракшаланы, что вы выпиваете определенное количество воды, обычно это вот где-то 2 до 2,5-3 литров. Ну, 3 литра – это на очень крупного человека. Вот, и вода, проходя по организму, она смывает все, что у него в этом кишечнике прилепилось на стенках. Если у людей очень серьезная проблема, то за раз это не вымывается. То есть это вымывается некоторое количество раз, предположим, вы раз в месяц ее делаете или раз в 3 месяца, предположим, ну, в зависимости от вашего состояния и потенциальных проблем с кишечником. Вот. В принципе, если кишечник в более-менее приличном состоянии, то есть он вымывается за один раз. То есть когда у вас уже из кишечника, ну, как основной признак, вода в конце практики выходит светлая. Либо она совсем... Я обычно чищу до того, как она становится либо совсем бледно-желтая, либо прозрачная. То есть у меня в хорошем состоянии кишечник я делаю редко достаточно. Плюс именно Пракшаланы, что она промывает весь кишечник, потому что больше нет ничего такого, что промывает именно весь кишечник. Вот. Бывают какие-то случаи, когда вы что-то не то съедите, у вас начинается безобразие страшное в организме, и начинает это все вылетать с огромным треском, шумом, как говорится, и с неприятными впечатлениями. Бывают такие вещи, и тогда эта чистка происходит. Она обычно очень болезненная, и это нагрузка серьезная на организм. А Пракшалана, она имеет свои пределы, и она как бы в пределах Пракшаланы вы не несете особого какого-то вреда для организма. Есть один минус, особенно у людей, у которых больные почки, а во время классической Пракшаланы вы кладете на литр от десертной до столовой ложки воды, чтобы вода не всасывалась. То есть это в определенной степени влияет на почки. Они поэтому после Пракшаланы могут несколько болеть. Это быстро пройдет, вот, но такой эффект может быть. То есть вообще эта практика, она в этом плане универсальна. Длинный кишечник промыть очень сложно. Вот, конечно, в идеале, если использовать травы, и не будет только соль, такой не будет нагрузки на почки, соответственно, да, но вот, к сожалению, это тайна, какую траву надо выбирать, она покрыта, как говорится, немножко мраком, это надо обращаться к квалифицированным, я бы сказал, даже, может быть, очень квалифицированным травникам, которые знают эти травы, которые позволяют воде не всасываться, и и в случаях с этими травами нужно правильно под человека выбирать дозировку. Многие травы в определенных дозировках являются целебными, а в передозировках являются опасными. Они не такие опасные, как таблетки, как химия, но тоже имеют опасный эффект. Ну, как пример, например, зверобой, если его слишком сильно много пить, он сажает потенцию. Да? Например, радиола розовая или вот золотым корнем, да, она датчики перевозбуждения, которые дают человеку возможность заснуть. Мята, например, она может посадить сердце, ну, делать сердце более слабым, если очень много ее пить, ну, то есть в огромных количествах. То есть и у многих травах есть такие вещи. Более того, есть травы, имеющие горечи, то есть они являются в некоторой степени ядовитыми. То есть, ну, в маленьких количествах эта ядовитость, она может человека вылечивать. Вот, а в постоянном применении могут принести проблемы. В
в древней медицине, в народной, люди лечились даже там мышьяком и ртутью, ну, в определенных количествах, при определенных правилах. То есть я никому из вас не порекомендую ни в коем случае это использовать. То есть это делали люди, которые хорошо разбирались в вопросе. И они с помощью этих элементов лечили очень такие сложные вещи. То есть и известен случай в истории, когда человек, лечившийся, не ошибаюсь, ртутью или тем же самым мышьяком, дожил до, то есть он дожил здоровым там до практически до 80 лет и вылечился от заболевания, которое в те времена не особо лечилось. То есть технологии разные. Насколько я знаю, в тибетской медицине также используется в микроскопических количествах ртуть, но там у людей есть понимание, то есть в каком составе эта ртуть идет, с какими травами, то есть чтобы ее отрицательное воздействие, оно было, например, снято или как-то лоббировалось специальными травами, которые по химическому составу, по своим свойствам снимают, например, опасную часть. Поскольку у многих вещей, которые как бы для организма ядовитые, есть еще второй эффект. Они могут, например, создавать какие-то эффекты, например, выведение определенной грази из организма, да, или шлаков, или они убивают определенных микробов, которых какими-то другими вещами убить сложно, там, или каких-то паразитов выводят. Но в народной медицине, говорится, это все схвачено, то есть и профессионалы это знают. Они знают, как это лимитировать, как видят по человеку, по его здоровью, что кому можно дать, в каком количестве, то есть когда можно дать, то есть у человека есть циклы, когда, например, бывают такие циклы жизненные, когда человеку нельзя определенные продукты есть. Про это во многом говорится, например, в тибетской медицине. Ну, большая тема. Тема кишечника очень важна, поскольку именно через кишечник впитывается большее количество химических элементов, которые у вас есть. Ну, не все, то практически все. Они впитываются именно через кишечник. То есть и остальная там доработка уже идет в других системах организма. Если у вас кишечник забитый, то есть на стенках каловые камни, то человек ест практически бесполезно. То есть он большей частью, как кажется, как в канализационную трубу. Вот. Есть еще такой момент, что во время пшон-пракшалана, для тех, кто не делал, если у вас, например, излишний вес или слабые руки, многие вещи делать сложно. Но если, например, с этим заниматься профессионально, то можно даже для людей сделать специальные приспособления, которые позволят им в сложных случаях опираться на какие-то опоры, чтобы эти упражнения сделать. По эффективности, я не знаю, что может сравниться с шантарпракшаланом. Я думаю, что в народной медицине есть какие-то вещи, которые создают этот эффект, да, но вот они неизвестны. Возможно, медицина придумает на основе каких-то трав тоже какие-то химические элементы, которые подобный эффект создают. Но вот в народной медицине есть шантарпракшалана, и она помогает, в общем-то, простым способом, хотя это простой способ, насколько я знаю, в реальности занимает как минимум несколько часов вашего времени. И после шантарпракшаланы и до шантарпракшаланы нужно особым образом питаться, и это очень важно, особенности после шантарпракшаланы, учитывая, что у вас в вашем кишечнике уже нет бактерий, они все смыты, в том числе те бактерии, которые отвечают за пищеварение. Без этих бактерий всасывание в кишечнике, да, переработка определенных химических элементов просто не может происходить. Поэтому эти вещи очень важны. Если вы соберете делать пракшалану, помните, что принципиально важно питание, определенное питание правильно после того, как вы эту пракшалану сделали. Вот. Ну, вещь это очень полезная, и многие молодые люди думают, что у них все хорошо, там, живут внутренними органами, да. А сделав шантарпракшалану, и когда они видят, что у них выходит заднего прохода, это черная жидкость, они поймут, что, несмотря на их молодой возраст, у них там далеко не все в порядке. Я, в общем-то, не извращался в молодости какими-то изысками и странными вещами, и не ел все, что бегает и ползает, но когда в 20 с копейками лет я сделал первую шантарпракшалану, не знаю, мне 22 было, может, 23, или чуть побольше, чуть поменьше, то есть там черноты вышло достаточно. Поэтому даже люди молодые могут этими вещами грешить. Если человек питается много мясными вещами, они полностью, как правило, мясо не переваривается у человека, то наверняка у него в кишечнике есть каловые камни, и почистить его хорошо. Обычно через несколько дней после шантарпракшаланы, ну, в частности, через сутки человек начинает чувствовать, что на самом деле, если человек более или менее чистый, то он будет после шантарпракшалана чувствовать особую легкость такую, которая, ну, у кого-то человек с вас сбросили энное количество килограмм. У людей с серьезными проблемами в кишечнике, то есть у которых уже, скажем так, раздутый живот, раздутое тело, да, там в кишечнике бывают там, до 5, там, чуть ли не 7 килограммов шлаковых камней. То есть если этот
его по-настоящему почистить, за раз его не почистить, что, в общем-то, можно исправить самочувствие человека так серьезно, как не исправить никакие таблетки, даже там какие-то волшебные тибетские. Ну, я вам слышал, есть такие таблетки, которые делаются, собираются в Тибете, делаются чуть ли не целым монастырем, там собираются десятки людей, собираются особые травы, и за каждые такие таблетки раньше монахи отчитывались лично перед Далай-ламой. То есть они даже в Тибете были на счету. Там чуть-чуть и не поштучные были. Но если у вас проблемы с кишечником, если у вас там 5-6 килограмм каловых камней, то даже эти волшебные таблетки вам не помогут. Поэтому шанпракшалана есть волшебное свойство очищать весь кишечник. Но помните, что если у вас проблемы с с почками, то нужно быть осторожнее, поскольку вы пьете воду с соленой водой, и это нагрузка на почки. То есть, если они сильно больные, то нужно очень осторожно это делать, то есть и с концентрацией соли, то есть и с количеством воды, которую в этом плане выпиваете. Ну, в этом случае можно делать с небольшим количеством воды пракшалану, но несколько чаще, ну, например, раз в месяц.